Уважаемые друзья, подписчики, коллеги, спонсоры канала, читатели моей новой книги «Китайская власть». Ситуация вокруг крупнейшего застройщика китайского, гигантской корпорации Evergrande, остается очень противоречивой. Сумму для погашения внутреннего долга компания смогла найти, и обязательства в размере 35 миллионов долларов по внутренним облигациям компания заплатила. Однако крошечную сумму 83 миллиона долларов по долларовым облигациям компания не заплатила и даже не нашла в себе смелости комментировать этот отказ от платежа. Теперь у компании остается 30 дней для того, чтобы погасить этот долг. Соответственно, иначе будет объявлен дефолт по этому куску долга. Долг значительный, и он будет обозначать то, что компания не может платить по другим долгам. А их у этой компании 305 миллиардов долларов, я напомню. И только по следующему году компания должна заплатить свыше 100 миллиардов долларов. Естественно, если она не платит какой-то один долг, то вероятность того, что она оплатит другие долги, она минимальная. И это уже может затронуть всю китайскую строительную отрасль, которая приходится 30% всей китайской экономики. И, наверное, это будет очень сильный шок, хотя некоторые эксперты говорят, что это не страшно. Ну, наверное, это не совсем так. Тем не менее, это не самая главная проблема. Проблема с Evergrande – это только вершина айсберга. За Evergrande в такой же схеме кредитования находятся все китайские девелоперы. И первая десятка особенно закредитованных китайских девелоперов, топ-10 китайских девелоперов, которые следуют за Evergrande. Мне кажется, что сумма их долгов, она примерно в 5 раз больше, чем у Evergrande. И перед нами реально другая абсолютно проблема. То есть, чтобы погасить панику на рынках, Народный банк Китая влил в экономику, в финансовую систему порядка 200 миллиардов юаней за эти несколько дней. Это только для того, чтобы погасить панику вокруг Evergrande. А чтобы погасить панику вокруг таких же 10 проблемных девелоперов, у которых такие же долги, и которые не факт, что они будут выплачиваться, потому что стоимость квартир, она заморозилась, продажи не растут. Так вот, готов ли будет Народный банк выплатить еще 1 триллион, влить еще 1 триллион юаней в китайскую экономику, с учетом того, что внешняя конъюнктура на рынках, внешне, куда экспортирует Китай, тоже может быть не идеальной. Это очень большой вопрос. Таким образом, ситуация Evergrande продолжает угрожать всей китайской экономике. И очевидно, что Evergrande – это девелоперская пирамида, финансовая девелоперская пирамида в прямом и переносном смысле. И запуск этой пирамиды был обеспечен в 2008 году, когда напарник комсомольского председателя КНР Ху Цзиньтао, Вэн Цзябао, премьер-министр Вэн Цзябао, такой же прозападный политик, выходец из Тяньцзиня. Его биография подробно есть в книге «Китайская власть». Кто его отец, кто его дед, как он связан с Западом, с Японией и так далее. Этот человек начал системно стимулировать китайский спрос, политика по спасению китайской экономики, так называемое стимулирование спроса, об этом я очень много говорил. Де-факто надувание огромного пузыря, фиктивный рост экономики, который не привел к росту производительных сил, к надуванию огромного пузыря размером 30% китайской экономики под красивым названием стимулирования внутреннего спроса. Речь шла вовсе не о ширпотребе, не в одежде, обуви, не об игрушках, а речь шла реально о накачке девелоперского сектора. Вот этот сектор был накачан, и совершенно не странно, совершенно не удивляет, что родной брат Вэн Цзябао работал в руководстве компании Evergrande с 2000 года. Это не удивительно, но, тем не менее, творцы вот этого вот китайского экономического чуда, значит, накачивания внутреннего спроса, они создали эту колоссальную пирамиду, которая сейчас разгребает новая власть Китая, пытается этот девелоперский сектор как-то обуздать. Проблема заключается как раз не в Evergrande, а в количестве этих проблемных застройщиков, которые действовали по схеме пирамиды. То есть они привлекали
средства заемные гораздо больше, чем их прибыль по году. То есть это фактически реально пирамида, когда завтра у вас стоимость компании и ее акций больше, чем вчера, а сколько это приносит прибыли, как продаются эти квартиры, эти объекты, никого не волновало. Тем не менее, нужно разобрать то, как будет возможно порассуждать о том, как будет проходить вот это сдувание пузыря, какие проблемы будут у Китая в ближайшее время. Они будут, очевидно, в октябре. Но перед этим подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, репостите это видео ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграме и подписывайтесь на Телеграм, где новостей гораздо больше, они оперативные. По поводу того, будет ли китайский дефолт, Evergrande, как Lehman Brothers, это вообще неудачное сравнение, но оно больше такое публицистически художественное, но многие к нему прибегли, оно в принципе структурно правильное сравнение, то есть крупная компания падает, запускает за собой принцип домино, падение рынков и сложности со всех сторон для регулирующих органов финансового характера государства. Дело в том, что Китай не намерен громко по западному образцу, а это именно западный образец, оповестить всех о дефолте. Это не традиция Китая громкие падения устраивать, но фактически дефолт Evergrande уже происходит. То есть по внутренним обязательствам Evergrande еле-еле расплачивается. Всем китайским властям, как говорит Wall Street Journal, была дана команда, соответственно, быть готовым спасать эти активы. В каком смысле спасать? Выкупать эти активы. И уже вот провинции Ляонин, в которой какое-то время был руководителем нынешний премьер-министр Ли Кэцян, уже произведена операция по началу выкупа доли банка Шэньцзинь, половиной которого владеет Evergrande. Таким образом, шумный дефолт Китаю не нужен. Шумный дефолт с паникой, а панике китайцы очень подвержены, это очень боязливые люди. Это им не нужно, но Китай все равно будет каким-то образом реструктуризировать эту компанию. То есть фактически произойдет фактический дефолт, формально он не будет объявлен, но компании как таковой не останется. Важные части будут выделены, выкуплены государством под определенные условия. Часть будет обанкрочена, соответственно. Ну, а государство будет спасать тех, кто купил эти квартиры. Но там сумма не очень большая. Я думаю, что это порядка 15 миллиардов долларов. Я думаю, что государство китайское это найдет на такие резервы. Она изыщет для того, чтобы решить эту проблему. Тем не менее, как я уже сказал, громкого дефолта не будет, показательного дефолта тоже не будет, хотя все будут понимать, что у компании большие проблемы и государство ее не поддерживает отдельными мерами на уровне правительства, хотя могло бы это сделать. Однако громкого давления на компанию вряд ли стоит ожидать. Почему? Потому что непосредственно руководитель компании не вступал в открытую полемику с государством, как это делал Джек Ма. И, соответственно, в отношении его открытых таких жестких репрессивных мер, как недопущение, например, Ant Group на публичный листинг, соответственно, такого не будет. То есть основатель компании, он себя ведет достаточно тихо, лояльно и на уровне хотя бы политических высказываний публичных к такому стилю Джека Ма не прибегает. Тем не менее, мы понимаем, что в Китае есть десятки крупнейших девелоперов, которые столкнутся с такой же ситуацией на рынке в ближайшее время. Почему? Потому что нынешняя ситуация с Evergrande, когда уже толпы штурмуют офис компании в Шэньчжэне, она известна всем китайцам. И, конечно, вряд ли вот эта ситуация стимулирует рынок жилья, стимулирует покупки, стимулирует спрос. Он и так лежит на дне. Ну, а мы видели, что статистика по
росту цен на квартиры в крупнейших городах Китая это близка к нулю. Очевидно, что ситуация с Evergrande, она вообще в минус уведет эти цены. И, соответственно, возникнет проблема по выплате долгов у крупнейших китайских девелоперов. Я предполагаю, что это будет примерно десяток крупнейших девелоперов, но их проблемы, они вылезут наружу в конце сентября. Первые такие будут сигналы в конце сентября. А после октябрьских праздников, сейчас будет 1 октября, день образования КНР, в конце первой декады будет опубликована, скорее всего, статистика негативная по рынку жилья. Это подхлестнет, соответственно, проблемы девелоперского сектора, не только Evergrande. Ну и как раз подойдет срок Evergrande по выплате очередных обязательств. Естественно, это будет выплачено с трудом, либо не выплачено. И уже проблема разрастется до крупнейших девелоперов, самых больших в несколько компаний. Ну и в зоне риска окажутся и остальные китайские девелоперы, которым абсолютно не дают перекредитоваться, не выделяют новые кредиты. И вся вот эта гигантская девелоперская пирамида размером 30% китайской экономики, она начнет осыпаться. Осыпаться она начнет так громко, что, конечно, это будет трудно не заметить. Ну и когда у вас осыпается 30% экономики, а это еще и биржевые игроки, сыпется биржа. И Народный банк будет одновременно спасать и биржу, и девелоперский сектор, пытаться дать возможности перекредитоваться. И вот на спасение всех и везде у Народного банка денег не хватит. То есть, действительно, уже в октябре это то, что китайцы пытались замести под ковер, то, что пытались, скажем так, кулуарно, тихими методами решить, уже в октябре будет очень сложно скрывать. То есть, китайцы предпочли вот этому громкому, шумному дефолту Evergrande такой вот ужас без конца. То есть, постоянное состояние напряжения китайской экономики и нулевой рост бирж, а возможно и отрицательный рост бирж. Но не все так просто. Вот в этой истории очень мощный политический оттенок появляется уже в октябре, потому что в ноябре в Китае должен произойти крупное политическое событие. Это пленум Коммунистической партии Китая, это ежегодное собрание ЦК Компартии, на котором будут решаться предварительно кадровые вопросы, ну и политические, и экономические вопросы в преддверии 20-го съезда в октябре-ноябре 2022 года. То есть кандидатуры в Политбюро, все самые главные политики, руководители предварительно будут намечены, согласованы уже в ноябре 2021 года. Ну, те, кто смотрит мои ролики, знают, что в Китае очень мощная проамериканская оппозиция Си Цзиньпину. Настроена очень решительно. Они уже добились того, что фактически был негласно объявлен преемник Си Цзиньпина из аньхойского комсомола, о чем я много говорил. И, в принципе, это основная партия, которая сопротивляется Си Цзиньпину. Одна из, но она основная, в составе Ли Кэцяна и Ван Яна. И очевидно, что эта партия против вот этого налога, сверхналога на богатых, который Си Цзиньпин сейчас вводит, и против ограничения девелоперского сектора. Ну, различные компании в провинции Аньхой, которые очень сильно выиграли от нынешнего, и застройщики по всему. Региональный, в первую очередь, застройщик, потому что Evergrande – это огромный спрут региональных застройщиков, регионального кредитования, именно регионы китайские, которые поддержаны комсомолом, они выиграли от этих вливаний ковидных и вливаний 2008 года. Все эти игроки политические, они решительно против настроенной политики Си Цзиньпина. И вот этот момент очень крайне нестабильности большой в политике к ноябрю, к началу ноября, он может сыграть на том, что часть политических элит Китая захочет громкого дефолта. Именно с бастующими дольщиками, с бастующими, соответственно, строителями, с бастующими предпринимателями, которые были поставщиками Evergrande в масштабе всего Китая. То реально у них на это есть возможности. И эта проблема, она может очень сильно усугубиться негативной конъюнктурой
на внешних рынках. То есть конец года, идет какое-то понимание в Соединенных Штатах, Евросоюзе, какой будет 2022 год, и закупщики, соответственно, планируют закупки на китайском производственном секторе, экспортном секторе, они могут быть ниже, чем обычно, потому что объем экспорта, прирост экспорта, он снижался весь 2021 год. Вот это вот все может усугубиться, и к невыплатам по долларовым долгам могут присоединиться еще другие гуандунские компании, а это гуандунская компания Evergrande, зарегистрирована в Шэньчжэне, ее первый основной, грубо говоря, поддерживающий элемент – это народное правительство Гуандуна. Там, кстати, главного строителя за месяц арестовали, а совсем недавно арестовали другого главного строителя, тоже из провинции Гуандун. Кому интересно, есть все в телеграм-канале. Все это предшествовало событиям с Evergrande. Политическое лобби внутри Гуандуна тоже немножко зачистили, но там остаются другие преддефолтные корпорации, типа Фантазии Групп, отличное название, ну и Guangzhou R&F. То есть вот эти вот застройщики, у них тоже очень большие долларовые обязательства по внешним долгам, они тоже могут оказаться в зоне риска того, что их не станут перекредитовывать. Крупнейшие игроки на Западе будут смотреть на конъюнктуру экспорта, на поступление валютной выручки в Китай и будут делать определенные выводы о том, что их можно не перекредитовать. Тем более на Западе могут посчитать, что кризис, рукотворный, дефолты, громкие забастовки, громкие акции протеста выгодны западным игрокам и могут сознательно понижать рейтинги, чем уже, например, агентство Fitch занимается, прямо угрожая Си Цзиньпину отказаться от его политики всеобщего процветания. Это все может случиться в преддверии ноября или в течение ноября. То есть в октябре будет реально штормить. Всего сейчас ситуация такая условно спущена на тормозах, прикрыта. Но в октябре, в ноябре уже начнет штормить. И после вот этого шторма Китай могут вынудить принять эту программу отдельного спасения компании, их реструктуризации. Кто-то говорит, что компанию расчленят на 4 части. Видимо, выделят самые лакомые куски. Остальные просто объявят дефолт и так далее. Но, тем не менее, в ноябре уже может появиться такая вот программа по спасению девелоперского сектора. Но не всего, а частичная. Это может как раз стать результатом компромисса с комсомольской группой и с западными игроками. Ну, временно, как и все компромиссы. Но самая большая проблема – это то, что больше сверхстимулирования китайской экономики через накачку именно девелоперского сектора не будет происходить. И самая большая проблема и результат всех вот этих трансформаций и проблем октября-ноября, она будет заключаться в том, что к следующему году китайский рост составит 3-4%. И это уже катастрофа для Китая, об этом пару слов скажем ниже. Отдельный вопрос, о котором я уже говорил, вот 6 августа, еще до того, как все эти проблемы вылезли наружу, в интервью с Алексеем Бобровским. Одновременно, когда будет падать, она, кстати, есть на этом YouTube-канале, 6 августа об этом говорил, что если будет падать одновременно девелоперский сектор, естественно, будет падать биржа, и валютные операции в Китае ограничены. Единственным активом, который заинтересует и будет доступен для покупки, это биткоин. Ну вот, возможно, с этим связаны ограничения, которые вновь словесные интервенции, да, как называют, проводит Народный банк Китая, заявляя о том, что биткоин вне закона, транзакции вне закона и так далее и тому подобное. Но он это делает заявление на самом деле, но, кстати, закон о Народном банке Китая, в котором на законодательном уровне запрещены криптовалюты, производство и любые транзакции, хранения, ну, это тотальный запрет на криптовалюты, он так и не прошел в парламент. Я думаю, что пока Си Цзиньпин у власти не пройдет. Кому интересно, посмотрите ролик «Биткоин. Теневая валюта глобальной китайской экономики». Почему до сих пор этот закон не приняли. Но, тем не менее, словесная интервенция привела к потере нескольких процентов стоимости биткоина. Не настолько результативно, как запрет хешрейта, производства биткоина. То есть сила Центробанка уже Китая не настолько велика. Биткоин вывезен.
китайскими же игроками в другие в другие территории, и уже Народный банк Китая не может бороться с биткоином, хотя купить его может на территории Китая каждый. Так вот, падение биржи, падение девелоперского сектора и невозможность вывести деньги в валюту приведет к резкому росту биткоина, прямо пропорциональному падению биржи и девелоперскому сектору. Я думаю, что в 2 раза. То есть, если дефолт Evergrande случится, то биткоин вначале он скорректируется на панических настроениях, но потом он будет расти, потому что инвесторы уйдут в биткоин частично до 2 раз, то есть до 80 тысяч долларов. До этого 2 года назад я говорил, что в дальнейшем биткоин будет расти, потому что политика Китая, его экономические, его руководителя Си Цзиньпина, она очень сильно обесценивает предыдущие кластеры экономические. Ну и прогнозировал, что биткоин вырастет в 2 раза. Вот он вырос с 20 тысяч до 44 тысяч долларов, что и произошло. Так обстоит дело с биткоином. Социальные последствия, то есть то, о чем мы говорили, от этих вот возможных, реально срежиссированных социальных последствиях, которые, скорее всего, многие захотят поиграть вот в эту социальную нестабильность, особенно из комсомольской оппозиции. Сколько работников в Evergrande? Работников 200 тысяч всего. Но в смежных отраслях этой компании работает 3,8 миллиона человек. 4 миллиона человек. Ну, не смертельно для Китая, да, хотя для того, чтобы осадить какой-нибудь город типа Шэньчжэня, типа Шанхая, этого достаточно. Но проблема во всей строительной отрасли. А строительной отрасли в Китае занято 40-45 миллионов человек. На пике в ней было занято до 65 миллионов человек в 2019 году. 45 миллионов крепких строителей с арматурой, кирпичами, в касках, в масках и так далее. Это проблема. И всегда очень забавно слушать у наивных кабинетных исследователей, которые не жили в Китае, не видели, не знают, что такое жизнь простого китайца, как он содержит свою семью, свою жену, своих детей, свою дедушку, бабушку, и дедушку и бабушку своей жены и так далее, и всех своих родственников в деревне, что такое его жизнь. Жизнь у трудового мигранта очень проблемная, накоплений у него немного, снять квартиру он не может. И если ему скажут завтра, что ты вот прожил ковид 2 года, мы тебя уволили, ты уехал на родину, и теперь у тебя там с одного человека кормится 3 семьи, теперь ему скажут, что зарплату мы тебе выплачивать не будем, это реально грозит огромными потрясениями. 40 миллионов занятых в строительной отрасли. Десятки миллионов обанкротившихся от падения биржи, потерявших сбережения людей. Ну и не надо думать, что студенческая безработица сократится после падения девелоперского сектора. Она вырастет. 20-25% безработных студентов. Все ингредиенты, джентльменский набор любой революции Тяньаньмэнь 2.0. Инфляция, марксистски заряженные студенты, обездоленные, требующие отменить госкапитализм Китая, рабочие в касках арматуры и с кирпичом булыжник орудия пролетариата, ну и другие сочувствующие массы. Набор джентльменский для протестов политического характера. А политический характер придать этим протестам очень просто. Таким образом, какое может быть развитие событий, если мы говорим об экономике, а не о социальном секторе и не о политическом секторе? Вот недавно была обнародована программа по развитию коммуникационной сферы. Никакого речи о том, что будут строиться новые дома, новые квартиры, не ведется. Девелоперский сектор полностью замораживается. 30% китайской экономики очень сильно замораживаются. Деньги временно перераспределяются в коммуникационный сектор. Строительство разных коммуникационных систем и так далее. Это другая политическая группа, отличная от комсомольской. Туда перераспределяются деньги. Самое интересное в этом развитии девелоперского сектора состоит в том, что скоро в Китае грядет очень масштабная реновация. То есть девелоперский сектор гасится. Предыдущие компании, бенефициары предыдущих руководителей Китая
они подвергаются экономическим репрессиям, но в Китае скоро будет бум перестройки домов. Почему? Потому что большинство жилья в центре городов, ну, кто жил в Пекине, в Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне и вообще всех крупных провинциальных городах, большая часть построек это все-таки не небоскребы, не высотки. Это вот эти вот пятиэтажные такие вот убогие серые дома, построенные в 70-х, 75-х, 80-х годах. То есть вот как раз прошло 40-50 лет, они обветшали, они нуждаются в реновации. Это колоссальный, огромный проект государства, который пока не объявлен. Но вот после просадки нынешних компаний, появления новых мощных девелоперов, они вот как раз и займутся этой реновацией после 2022-2023 года. То есть как раз вот это вот главный куш в этой игре с девелоперским сектором. Естественно, никто не хочет допустить предыдущих бенефициаров к этой реновации. И будут заниматься новые игроки, которые связаны уже с новым поколением, как говорят, китайских лидеров. И если вот обратить внимание на, я думаю, что стоит последить за корпорациями, это странно прозвучит для русского уха, военными корпорациями, которые занимаются стройкой. Такая корпорация есть в Китае, Баоли, это по-английски Анаполи. Как ни странно, она тоже крупнейший девелопер, и я думаю, что за ней стоит последить, скорее всего, ее акции будут очень сильно расти. Но не уверен, что российские слушатели смогут стать выгодополучателями этого роста, но тем не менее, эта корпорация есть, это бывшее управление экспорта вооружений НОАК, потом она перепрофилировалась в частную компанию, занимается строительством, коммуникациями, даже есть свой аукцион, на котором почему-то больше всего денег получают художники, бывшие офицеры Народно-освободительной армии Китая. Колоссальные суммы за какие-нибудь работы по типу «Ликующей степи». Многие говорят, что Evergrande не похож на Lehman Brothers, но активы Evergrande говорят, что они не обесцениваются, но это пока земля Evergrande, за которую сейчас как раз идет битва, самое главное, она может обесцениться в случае дефолта корпорации. Кто будет покупать новую землю? В предыдущем ролике я говорил, что один из крупнейших девелоперов, глава корпорации Ваньда, Ван Зинлин, он, соответственно, не стал покупать землю уже с февраля 2021 года. Кто будет покупать землю, почему ее цена должна оставаться стабильной, какая-то не очень, скажем так, подкрепленное утверждение, что активы будут не подвергнуться в стоимости в коррекции. Скорее всего, подвергнутся стоимости коррекции и сама земля. Но вот как мы видим, основатель Evergrande демонстрирует такое спокойствие, видно, понимает, что он пытается сторговаться с властями о передаче своих активов именно земли для будущей реновации, для будущей застройки, понимает, что у них все-таки есть ценность, грядет глобальная перестройка китайского жилья, и поэтому не спешит распродавать так быстро свою компанию. Но, возможно, здесь его погубит жадность. Но мы будем это все наблюдать в ближайшее время. Самый главный вывод, который последует за реструктуризацией девелоперского сектора, его скорость роста сведется к нулю, он будет сдуваться, в кредитовании будет перераспределяться вот этого девелоперского сектора в другие отрасли, как минимум в ближайшие пару лет. Пока непонятно до конца в какие. Если начнется война, то это будет ВПК. Конечно, ВПК получит максимум. Военные получат очень много денег. Это здорово, это хорошо. Много бомб, много авианосцев. Еще больше бомб, еще больше авианосцев. Это здорово, хорошо. Но понятно, что то, что я говорил, рост Китая сократится до 4%. Почему это катастрофа? Есть на этом канале отдельный ролик. Он называется «Почему 2% роста ВВП для Китая – это катастрофа?». Потому что если рост ВВП ниже 6%, то половина банковской системы Китая объявляет дефолт. Китайский огромный внутренний долг таков, что рост экономики должен быть больше 6%,
а лучше 8%, чтобы эти проценты по долгам выплачивать. Проще говоря, китайская экономика, чему посвящена целая глава в моей книге, это переработанная статья 2015 года, она перекредитована, это гигантская пирамида, которую нужно все время кредитовать, накачивать ее ликвидностью, и только тогда проценты по долгам будут выплачиваться. Проблема китайской экономики – низкая рентабельность. Китайская экономика производит очень мало добавленной стоимости. И все, что производится, уходит либо на Запад, либо в биржи. Биржа – это просто спекулятивный капитал, это просто отложенная инфляция. И вот когда эти биржи лопнут, эта напечатанная масса денег, она хлынет в потребительский сектор. И тогда китайская гречка, ее почти не потребляют, она начнет стоить в 10 раз больше, в 100 раз больше, чем она стоила до этого. Потому что деньги уходили в биржи. Вот что из себя представляет современная китайская экономика, но не вся. Я вовсе не армагеддонщик, да, как меня пытаются там кто-то представить. 40% китайской экономики – это стабильный, высокорентабельный государственный сектор, работающий по на обновляющей технологической базе. То есть в случае падения государственный сектор, его роль возрастет. 40% населения занято в этом секторе, они чувствуют себя стабильно, они готовы держаться за этот сектор в политическом плане, в том числе они очень ему лояльны. Это ВПК, это железные дороги, это атомная промышленность и так далее. То есть таких секторов достаточно много. И они очень большие. То есть это 40% китайской экономики, они все равно останутся. Китай останется большой, гигантской госкорпоративной державой. Даже после банкротства вот этих мелких комсомольских лавочников и мелких комсомольских вольных строителей. Соответственно, это все останется, но объем роста станет 4%, расти будут только госкорпорации. Кстати, они демонстрируют постоянный рост прибыли. А половина китайских банков, которые раздулись на вот этом комсомольском опечатании денег, они уйдут в небытие. Драматические процессы будут происходить 23-й, возможно, 24-й год, после чего ситуация стабилизируется. Вот на период 23-24 года крайне вероятны разные драматические события в экономике и во внешней политике, в том числе военного характера. Спасибо большое. Что вы думаете по этому поводу? Хотите ли вы продолжение ролика о девелоперском секторе? Нужно ли больше информации про Evergrande? Пишите комментарии, ставьте лайки, репостите видео в своих соцсетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, где угодно. И подписывайтесь на телеграм-канал. Спасибо.